Вот сегодня я буду выставлять клапана. В прошлом году весной смотрел, клапана были в пределах допуска. Вот сейчас решил пересмотреть. Апрель месяц следующего года. На выпускном 0,7 зазор, а на выпускном 1,2 мм. То есть клапана ушли очень сильно за один сезон. Так что клапана надо проверять почаще, может быть даже 2 раза в сезон. Потому что очень сильно разрегулируется. Значит, мануал гласит о том, что на выпускном зазор должен быть 0,15-0,25, на выпускном 0,25-0,35. Но я буду ставить золотую серединку. Значит, на выпускном буду ставить 0,2, на выпускном 0,3. Значит, зазор проверяется очень просто. Вот, допустим, на выпускном берем щуп 0,25, проверяем, и он летит без каких-либо усилий. Значит, зазор очень большой. На выпускном берем 0,35, засовываем, и он летит. Значит, дыра очень большая. Берем наших 2 регулировочных щупа, который, значит, 0,2, 0,3. Вот они, 0,2, 0,3. И будем ими регулировать. Вот что хотелось бы показать. Перед тем, как регулировать, вы выставили поршень в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Вот. У вас должно получиться так. Оба клапана свободны. Поршень в верхней мертвой точке на такте сжатия. Но это я в следующем видео покажу, как сделать. Сейчас неудобно. Вот. И не поленитесь и снимите коромысло. Вот так. Вот. Зачем снимать? Проверьте, нет ли выбоины на бойку клапана. Ну, в данном случае у меня все хорошо. Я очень вовремя спохватился с этими клапанами. Потому что, в общем-то, вырос у меня расход топлива. Потому я к ним полез для профилактики. Но оказалось, очень вовремя зашел. И посмотрите, нет ли выработки от клапана вот здесь. Вот у меня все хорошо. У меня все отлично. А если у вас есть яма или на бойке, или здесь. Ну, здесь труднее, а на бойке просто на точильном станке убираете лишнее. Но немного, потому что здесь цементация должна быть. Если уберете слишком много, то вы его просто коромысло испортите. Немножко надо убирать, только где выработка. А здесь, ну, в принципе, можете напильником попробовать, если есть большая канава, скажем так. Ну, лучше это тоже снять клапан и сделать на точильном станке. Ну, вообще, если есть такая большая выработка, то лучше посмотреть, в чем была причина, потому что просто так ее быть не может. Это должен быть такой двигатель изношенный, что просто ужас. Вот. И устанавливаем это все дело обратно. Вот что еще, на что хочется обратить внимание, что никакого стопорного кольца китайцы сюда не поставили. То есть не знаю, кто это делал, но сделано настолько похабно, что просто караул. Вот. Допуски очень большие, дыры очень большие. Ну, в общем, непонятно, на чем они сэкономили, на 2 стопорных кольцах. Даже смешно. Вот. На что еще хочется обратить внимание. Если взять штангель-циркуль и померять вот здесь, вот так, допустим, да, вот, мы увидим, что здесь у нас вышло 54,5, да? Хорошо. И вот меня интересовал вопрос, а как же они уберегают эти клапана от того, чтобы они не падали на бок, потому что очень часто ребята на форуме говорят о том, что выпадает коромысло. Ну, и как это все происходит у них? Вот таким образом. Вот в этой крышке, есть вот эти вот упоры, которые, когда она ставится, клапана оказывается между этих 2 упоров. И эти 2 упора не дают клапанам падать на бок. Ну, вот расстояние я померил между 2 упорами, вышло 56. То есть 1,5 мм минус 56.
Вот, неправильно говорю немножко. В общем, 55,5, 54,5 минус 56, выходит 1,5. Это значит по 0,7 на сторону. То есть, кто ищет тишину в этом двигателе, он ее никогда не найдет. Потому что клапана в этом моторе будут стучать постоянно. Ничего вы им не сделаете. Потому что они будут при работе вот так бегать и стучать об стенки той крышки. Так что если у вас цокают клапана, это не значит плохой зазор. Это значит плохая конструкция. Не продуманы. Вот. Ну и как мы будем регулировать эти клапана? Будем делать так. Ключиком на 13. Видите, как неудобно, он все время падает. Будем снимать вот эту контрагайку. И с помощью щупа, которую мы сюда вставим, вот так, и отверточки, будем добиваться правильного зазора. Сейчас поставлю на паузу, потому что неудобно. Так, ну вот, отрегулировали мы клапана. Вот, как их проверить? Ну, берем впускной, где зазор мы ставили 0,2. Берем щуп 0,15. 0,15 щуп у нас должен пролетать. Вот, свободно бегает. Отлично. Берем щуп 0,2 на тот зазор, который мы регулировали. Вот. Он должен ходить, немного закусываясь. С этой стороны неудобно. И немного... Вот он должен немного закусываться. С таким немножко натягом бегать. Хорошо. Берем щуп 0,3. То есть шагом 0,5. Этот щуп должен вообще не влезать. Вот он совершенно и не влезает туда. Значит, зазор под опуском. Теперь выпускной. Тут мы ставили зазор 0,3. Значит, 0,3 минус 5. Это 0,25. Должен пролетать. Просто пролетать. Вот он. Пролетает. 0,3. Должен входить с натягом. Вот он. Вот немножко. Вот закусывает его немножко. Хорошо. И 0,35 не должен входить вообще. Вот. Не входит. Ну, значит, наши зазоры стали в допуске. Что еще хотелось бы сказать? Значит, двигателя клапана регулировать только на холодную, не на горячую. Правый клапан на мотоблоке впускной, левый выпускной. Определить очень просто. Правый напротив воздушного фильтра, левый выпускной, соответственно, напротив глушителя. Вот еще есть один такой нюанс, на который бы хотелось обратить внимание. Ну, не нюанс, а просто конструкция. Крышка. Крышка. Вот по этому отверстию из блока приходит масло на крышку блока и попадает вот этот вот штуцерочек. И по этому штуцерочку выходит вон с той дырочки. С этой дырочки масло попадает, льется вот сюда, на эту часть, на эту вот такую в грунте. И с нее разбрызгивается уже на пружины и в коромысла. А коромысла мажутся. Вот на коромыслах есть. Не видно? Давайте снимем, чтобы было видно. Вот эти дырочки в каждом коромысле. В них попадает масло и мажется вот эта втулка. Ну, надо сказать, что на этой втулке и на этой оси есть такой люфт, которого здесь плохо видно. Это значит не очень правильная приработка. Люфт есть, в принципе, по законам механики он такой не должен быть большой. Ну, такой он есть. Так китайцы нам его сделали. Имеем
то, что имеем. Но, тем не менее, эти двигателя довольно неплохо ходят при всей своей похабной сборке. Вот, еще хотелось бы посмотреть. Вот декомпрессор. Вот декомпрессор вверху. Вот он так работает внутри. Вот проворачивается эта оська и нажимает на впускной клапан. Ой, на выпускной клапан. Почему на выпускной, непонятно. Обычно декомпрессор ставится на впускной клапан, чтобы когда он затягивает воздух при открытом клапане, из глушителя не попал нагар в цилиндр, не втянуло. Нагар, сажа, все, что там есть. Поэтому ставлять на выпускной обычно клапан, на этот. Тогда здесь всегда чистый воздух в середине фильтра. И нет шанса попасть туда в цилиндр всякой грязи. А с воздухана, естественно, может натянуть сажи, всякого хлама, попасть под клапан, приоткрыть его. В общем, тоже китайцы позаботились здесь о нас, чтобы нам хорошо жилось. Почему они сделали его на выпускном, не ясно. Ну, сделали и сделали. Ну, в принципе, по регулировке клапана.